общий расклад Таро на любовь, на отношения, на загаданного человека, на мужчину или женщину, в котором мы в потоковом чтении посмотрим мысли, чувства, планы, действия и все, что будет выходить из потока сегодня. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях, и в ближайшие 30-40 минут карты Таро откроют все про любовь, про мысли, чувства, планы и действия вашего мужчины или вашего партнера. Друзья, давайте начнем по традиции с того, что посмотрим, кто на раскладе и что покажут карты Таро в вашей ситуации в отношениях. Мужчина здесь прямо император, да, и учитывая то, что он держит в руках чашу, скорее всего, он владеет сердцем партнерши, да, или имеет полную власть и контроль над партнершей, да, как минимум на уровне чувств. Здесь, получается, кто-то ведет сражение за свою свободу. Скорее всего, здесь мужчина, как минимум, достаточно сильный, дерзкий, в меру, возможно, агрессивный, но такое ощущение, что все равно гладиаторы, они сражались за шанс получить свободу, освободиться из рабства, да, как минимум, возможно, есть либо характер мужчины такой, знаете, независимый и агрессивный, либо мужчина сражается за свою свободу, и я не исключу, что он сражается за свою свободу в отношениях. Но, возможно, ваши отношения также представляют собой некий театр, где сражения имеют место быть. Там могут быть и конфликты между вами, как между партнерами, а может быть, это сражение мужчины за отбивание на него нападок в личной жизни, да, допустим, или на работе. То есть мужчина за что-то сражается в этих отношениях. И вообще не только в отношениях. Следующая карта — Фортуна. Фортуну часто смешивают не только с удачей, да, связывают не только с удачей, но и с любовью, да, с судьбой, извините, с судьбой. Видите, о любви мысли, да, расклад о любви, но и с судьбой. Смотрите, эти отношения даны вам судьбой. Возможно, этот мужчина вам по судьбе, но, учитывая то, что здесь гладиатор, скажу так, вам придется, как минимум, участвовать в этом театре сражения за эти отношения. И усилия уже потрачены, но сражаться вам за эти отношения еще придется. Окей. И Фортуна также изменчива. И если у вас еще вчера могли быть хорошие отношения, сегодня они резко поменялись на какие-то конфликтные, или конфликтная ситуация, или наоборот, если у вас вчера был конфликт, имейте в виду, Фортуна изменчива, возможно, плохая ситуация может резко поменяться на хорошую, да. Может быть и модель этих отношений, такая Фигаро тут, Фигаро там, да, то есть вчера были хорошие, сегодня плохие и наоборот. Гастат обычно это тот, который прямо врывается в бой. И если вчера у вас мужчина дрался за свободу, то сегодня он опять в бою. Как минимум, я здесь вижу мужчину очень бесстрашного, отважного, очень с характером, маскулинного. И учитывая то, что он император, возможно, он сражается за позицию в отношениях. Такое часто, кстати, бывает. Но бывает и такое, что мужчина просто сражается за свою позицию, за свои интересы и не в отношениях. Поскольку у нас здесь больше про отношения, давайте я скажу так, что в этих отношениях мужчина достаточно жесткий
и не дает женщине как-то выделяться. Даже если женщина пытается управлять мужчиной здесь, то он всегда дает отпор. Да? То есть он идет в атаку первым и, скорее всего, сам всегда является вот тем самым источником конфликта или, может быть, не конфликта, а источником конфликта, да, или режиссером скандала, да, обычно ими являются женщины, да, вот чаще, да, потому что они более эмоциональны. Но здесь именно вот такая ситуация, где мужчина становится этим источником или причиной в силу своего характера, скорее всего. Ну, окей, такое бывает, и часто мужчины достаточно агрессивные, да. Не всегда же нам в раскладах попадаются мужчины мягкотелые, правильно? Окей, давайте дальше. Ну да, и Велет, знаете как, эта карта, она о легком вооружении каком-то. Здесь все про мужчину, который вот именно идет в атаку. И именно идет первый. Поэтому давайте я так скажу. Есть повод, нету повода. Этот мужчина, который с вами в отношениях, всегда найдет повод, чтобы вас зацепить. Вооружен легко и идет в атаку, да? Рядом идет в атаку. Фортуна, меняется ситуация. Здесь идет в атаку, а здесь имеет некую власть, да, то есть, не некую, а, наверное, самую полную власть. Либо мужчина военный может здесь быть, может быть просто на службе, где характер, сила имеют значение. Может какой-то спасатель, может быть полицейский, может просто такой характер, где он всегда найдет, а кого зацепиться, или обо что зацепиться, или найдет каких-то проблем на свою голову. То есть человек может быть не только агрессивный или с характером сильный, но еще и проблемный. Окей, давайте смотреть тогда дальше. Как видят высшие силы ситуацию со своей стороны, да? Карта духа. Смотрите, стратегия или стратег обычно стратегами всегда, чаще всего бывают мужчины, хотя у каждого своя стратегия, и у женщин своя стратегия бывает, но тем не менее. Здесь мужчина, знаете как, в этих отношениях мужчина такой, что его перегнуть, обыграть нельзя. То есть вот здесь, что бы ни случилось, мужчина будет всегда на первом месте, а женщина всегда будет на втором месте, да. И здесь вот тот случай, когда молчи, женщина, я сам знаю, что я делаю, или просто молчи, женщина, да. Может быть, это в силу того, что, вот такой характер от отца достался. Учитывая императора, здесь может играть и правила государства, в котором он живет, особенно религиозные темы. Больше как бы законы. Да, или законы, по которым он живет. Конечно же, это не иерофант, но все равно доминирующая религия в государстве имеет здесь значение. И поэтому мужчина всегда первый, всегда знает, что он делает. Вот характер у него такой, что под женщину он прогибаться не будет. Вот и смотрите, если волей или неволей вы сошлись с человеком, который очень похож на императора, гладиатора, гастата, или воина, который идет в атаку, велета, воина, который идет налегке, но первый, и имеет свою стратегию, и не хочет меняться, и отклоняться от этой стратегии он не хочет, скорее всего, тогда это ваш расклад. И высшие силы как бы здесь подсказывают, что каким бы стратегом не был мужчина здесь, вы тоже, возможно, как партнерша, как женщина, можете иметь стратегию, а также помните о пословице или поговорке «каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Поэтому все это
является нашей фабулой сегодняшнего онлайн-гадания. От нее и оттолкнемся, и пойдем бороздить потоки расклада Таро сегодня. Хорошо. Давайте теперь посмотрим самое первое, что я хочу спросить. Император – символ власти, да, и все-таки мы видим императора рядом с гладиатором, а гладиатор сражается на сцене. И вот я хочу спросить сейчас прямо, какой он видит вас на этой сцене? Или в какой роли он видит вас на этой сцене? А здесь или супруга, или берегиня домашнего счастья. Поэтому, как минимум, он либо видит вас вместе с собой счастливой, либо потенциально может подразумевать вас единым целым в семье. Поэтому какой? Счастливой и семейной? Или, возможно, в семье с ним? Гладиатор. Гладиатор сражается, да, сражается с тигром. И есть какая-то отвага, смелость. Давайте тогда спросим, считает ли он вас слабой или слабым партнером? Давайте так универсально будем смотреть. Считает ли он вас слабым партнером? Скорее да, чем нет. Четверка кубков – это как минимум усталость эмоциональная. Не считает он вас сильным. Карта в целом нейтральная, но нейтральная эмоционально. Я скажу так, он считает, что какая бы эмоция не проявлялась, это признак слабости. То есть он считает эмоцию признаком слабости, а учитывая то, что здесь как будто бы вы прячете эмоцию, ему все равно, какую эмоцию вы проявляете. Поэтому да, он считает вас слабым партнером вне зависимости от того, какую эмоцию вы проявляете. И проявляете ли вы ее вообще, а учитывая то, что здесь четверка кубков на этот вопрос, то эмоцию, скорее всего, вы не проявляете. Вы, может быть, ее и выплескиваете, но храните, а потом только проявляете. Вот так возможно в ваших отношениях. Фортуна, да, мы допустили то, что этот мужчина, да, или этот партнер вам по судьбе. Давайте спросим, по судьбе ли вам загаданный партнер? Мы допустили, но сейчас проверим. Учитывая то, что у вас постоянно какое-то напряжение идет, причем мужчина, у меня такое ощущение, что он прямо тут такой, прямо альфа, что просто капец, да. Ну, давайте посмотрим, насколько он вам по судьбе. Да, он вам по судьбе как испытание. Десятка жезлов. И отношения с этим человеком возможны как кармические. Возможно, как кармическая отработка чего-то, каких-то предыдущих отношений. Но легкими они точно не будут. Давайте тогда спросим, если он чересчур вспыльчив, то почему так? Почему он гастат? Да? Почему он ничего не боится? Да? Вот, что в нем порождает вот это желание давить? Да? Или быть агрессивным? Уверенность в себе. Уверенность в завтрашнем дне, уверенность в деньгах, уверенность в себе как в мужчине. И, возможно, характер и отцовская родовая программа. То есть, король пентаклев – это корни рода, отец и так далее. И его земля, на которой он находится, да, или его культура, все это делает его вот таким вот напористым, давайте так скажем. Не обязательно он агрессивный, не обязательно какой-то плохой человек, да. Просто вот такой вот у него характер.
что делает его, вот давайте спросим, что делает его безоружным или слабо вооруженным, или слабым? Где его слабое звено? Велита проверим. Верит это, еще раз, самый слабо вооруженный был. Слабо вооруженный, да, ну или его слабое звено проверим. Семья. Возможно, он для семьи сделает все, чтобы те, кто его окружает, были счастливы, ну, были, может быть, влюблены и были в комфорте и в защите. Поэтому слабое звено у него семья. Семья и близкие. Но, опять-таки, учитывая то, что у него семья слабое звено, то, возможно, сильная семья имеет на него сильное значение, да? Или сильное влияние. Вот так. Хорошо. Давайте тогда спросим, какова его стратегия в этих отношениях? Его стратегия в этих отношениях. Ой, знаете как, это такая позиция: не бей лежачего, или собака на сене, или мне все хорошо. Главное, чтобы мне было хорошо, а все остальное по барабану. Главное, чтобы мне было комфортно и в кайф. А остальное, як казав один мер одного шикарного міста, то такое. Ну, так бывает и немножко попахивает эгоизмом. А эгоист ли он у вас, напишите в комментарии. Мне просто будет интересно узнать это от вас. Хорошо. Давайте теперь проверим десятку кубков. Он с вами счастлив, и если это счастье, то как оно выглядит, или как он видит счастье с вами. Ну, все счастье вместе, да, или можете ли вы быть счастливы. В общем, посмотрим, давайте проверим его, вас и счастье. Десятка кубков. Тут, как говорится, бабушка надвое говорила, да, или всякое может быть. О счастье с этим человеком мы можем только лишь гадать. И счастье с этим человеком зависит от того, куда дует ветер и откуда летят птицы. Да? Вот так. Четверку кубков сейчас будем проверять. Что выводит его из состояния равновесия? Что его выводит из состояния равновесия? Из состояния его равновесия выводит женщина. Если это вы себя узнаете в этой карте, тогда это вы. Но, может быть, его выводит из равновесия женщина, которая хочет сравняться с ним по статусу, поскольку он-то у нас, не забываем, император. Но если вы не считаете себя здесь в отношениях императрицы, тогда это его мать. Давайте посмотрим, что отягощает ваши отношения и делает их неподъемно сложными. Десятку жезлов проверим. Ну, хотя бы периодически, да. Вопрос о браке пока что на данный момент, на сегодня отягощает ваши отношения и делает эти отношения неподъемно сложными. Насколько этот человек, загаданный вами, особенно мужчина, щедр? Насколько он щедр? Он, возможно, щедр, если вы станете матерью его детей. На детей, скорее всего, он не будет жаться, как говорится, да, или жмотиться, ну или жадничать. Но также он щедр по отношению к своей матери, возможно.
что для него есть семья или как он видит семью, ну, возможно, с вами, да. Пока что семья с вами – это чума. И это очень болезненная тема. И не знаю, какая причина. Может быть, он еще не готов. А возможно, семья, его семья влияет на вашу семью как чума. Ну, тут уже смотрите, кто знает, да, тот чувствует. Если вы чувствуете, что, ну, например, там мама против, да, или родители против, да, ну, тогда или кто-то из членов семьи. Как минимум. Для него семья есть чума. И эта чума может как быть вашей семьей, да, потому что чужая семья так по-чумачечему на него влияет. Девятка кубков. Давайте так спросим, что для него есть комфорт в этих отношениях? Комфортом для него в этих отношениях есть феминность. А феминность – это мягкость, женственность. И это когда женщина подчиняется ему полностью и зависит от него полностью. Ну, вот так вот. Ну, окей. Давайте тогда спросим. Вот аусипция, да, или гадание по птицам. Давайте погадаем все-таки на судьбу ваших отношений и спросим, чего ждать от этих отношений в ближайшем будущем? Чего ждать от этих отношений в ближайшем будущем? Куда птицы? Птицы летят, да? Куда летят птицы? Угу. Но если у вас был конфликт жесткий, то возможно примирение. И вы ищете в этих отношениях выход. Поэтому отношения идут к выходу. В целом карта хорошая, но иногда она может говорить о разрыве отношений. Это рождение нового мира. И эти отношения могут потенциально привести как к полному разрыву, так и рождению новых отношений, даже ребенка. Поэтому я скажу так. В целом эти отношения должны измениться, и, скорее всего, они должны измениться к лучшему. Но помните всегда, даже если вдруг произойдет разрыв, то для вас это тоже может быть и неплохо по этой карте. Давайте предположим, что эта императрица не вы, предположим, и какая-то другая женщина, ну пусть, например, мать. Какое влияние она оказывает в конце концов на этого партнера, на этого мужчину? Но она его поджигает постоянно, подталкивает, поджигает. В принципе, неплохая карта, но она его, возможно, информирует и мотивирует. Хорошо это или плохо? Судя по тому, что карта огненная, а у него все аспекты вверху мужские огненные, эта женщина делает этого мужчину только жестче. И, возможно, жестче по отношению к вам. Есть ли шанс на брак в этих отношениях? Проверим новобрачные. Есть ли шанс на брак в этих отношениях? На здесь и сейчас карты дают такой шанс, особенно если вы чувствуете, что вы родственные души, несмотря на то, что здесь достаточно очень жесткий расклад. Шанс этот есть, и эта карта часто говорит о кардинальном изменении отношений в лучшую сторону, в принципе. Но помните о том, что впереди дьявол, а дьявол – это испытание и также расплата. Или придется платить по счетам. И брак у вас возможен только после глубокой трансформации ваших отношений. Мать и дитя. Возможно ли дети у вас в этих отношениях?
Возможно, но вам придется побороться за ребенка в этих отношениях или переиграть тех игроков, которые не заинтересованы, чтобы у вас был ребенок, если таковые есть, а скорее всего тут таковые и есть. Хорошо. Вот эта чума от семьи, которая идет. Давайте спросим, что вам делать с этой чумой? Или что вам делать с этой бедой, с этой семьей в таком контексте? А вы уже примените к себе. Учитывая то, что здесь десятка пентаклей, фортуна и судьбоносность, здесь рыцарь пентаклей, вам нужно выдерживать, быть сильной, не сдаваться, не поддаваться, не сломаться и не поддаваться на провокации. Вам нужно выдержать эту чуму. Ну и помните, что за любой темной полосой по фортуне всегда идет светлая, а за светлой всегда идет темная. У вас такая судьба. Ценит ли он вашу красоту? Давайте спросим. Или как, вот так спросим, как влияет ваша красота на вашего партнера? Как влияет ваша красота на вашего партнера? Она не дает ему разорвать ваши отношения. Она дает вам хороший шанс на брак, на брачные узы. Она удерживает партнерские отношения в состоянии баланса. И она не дает ему покоя. Она не выходит из его головы. Но учитывая то, что мужчина вспыльчивый, он своей пылкостью уравновешивает сам себя. Он через агрессию успокаивается. То есть есть такие люди, которые, выбрасывая агрессию, успокаивают себя. Хорошо. Какой выход у вас из этих отношений? Или в чем выход для вас сейчас в этих отношениях? В чем выход для вас сейчас в этих отношениях? Колизей, продолжать быть в театре этих отношений. Вся жизнь наша – это игра, а мы в нем актеры, да, сцена, театр, да, сцена – это жизнь, а театр – это измерение. Да. Ну, по сути, продолжать играть в этих отношениях и не прерывать пока. Колизей – это цикл, поэтому, в чем для вас есть выход? Для вас выход в этих отношениях – искать опять вход в эти отношения. Вот так. Как ни парадоксально. Кстати, сейчас вот отследите себя, что вы чувствуете. Если вы согласны внутри себя, значит, вот вам резонанс. А если не согласны, значит, вам наоборот надо найти выход, но так, чтобы уже не возвращаться в эти отношения. Хорошо. Давать ли, давайте спросим просто, давать ли ему шанс, вашему партнеру, если у вас вот прям все плохо, вдруг, да? Если он, например, постоянно такой горячий парень, а эта женщина делает его только жестче по отношению к вам. Давать ли ему шанс? Карта Либертин. С одной стороны, это свободный человек. И можно сказать так. Вам надо дать ему свободу. Но поскольку карта очень двоякая, я бы сказал так. Вам нужно дать ему свободу. А вы внимательно посмотрите на эту карту и сами напишите, дадите вы ему шанс по этой карте или не дадите. Хорошо? Я скажу так. Вам нужно дать ему свободу. Скорее всего, отпустите его. Но я в таком контексте говорю. А вы уже будете смотреть. Либертин – это освобожденный. Это, или он добился в Колизее, да, своего освобождения. Или его выкупили, да. Поэтому это свободный человек. Либо этот мужчина сам должен решать.
А вы уже на свой вкус, как говорится, по резонансу этой карты напишите, пожалуйста, в комментарии. Хорошо, умеренность. В чем есть компромисс для вас в этих отношениях? Или как добиться компромисса? С одной стороны, трирема – это место, где будущие гладиаторы, будучи рабами, гребли к своему месту, да, с одной стороны. Но с другой стороны, это свободное плавание. Поэтому компромиссом в этих отношениях есть свобода. А для кого это свобода? Вот можете написать тоже в комментарии, потому что здесь либертин – это свобода, и трирема – символ свободы. Свободное плавание. Ну, давайте так. Периодически, как минимум, компромиссом для вас будет периодическое расставание или периодическая дистанция или периодическая свобода. В чем истинная причина постоянных конфликтов в этих отношениях? Но опять-таки мужчина, легионер, его характер и желание быть сверху, желание побеждать, но это чисто маскулинность мужчины, его характер и все, что стоит за его характером, особенно влияние рода и родовая программа по линии отца. Мать здесь может играть роль, но отцовская линия здесь первична. Хорошо. Даст ли он вам шанс? Или будет ли он вас возвращать? Весталки такая больше как бы в храме, да. Я скажу так. Вряд ли он будет вас возвращать. Особенно, если он, ну, как бы подозревает вас в неверности. Вот так. Весталки больше как бы в храме семьи были. И храм, где они были изолированы. Поэтому вряд ли он будет вас возвращать. Но худшее, возможно, что он для вас может сделать по этой карте, это посадить в некую темницу или полностью ограничить вашу свободу. Поэтому я скажу так, я все-таки скажу по весталкам, что вряд ли он вас будет возвращать, поскольку этот эгрегор богини Весты, но он сильнее, чем он. Потому что, ну, это все-таки богиня, да, поэтому нет, ответ нет. Как вам по-справедливому поступить с этим человеком? Давайте спросим. Справедливость все-таки. Как бы вы с ним не поступали по справедливости, главное, чтобы вы от этого кайфанули. Поэтому хорошо вы с ним не поступите, плохо. Если вы в глубине души испытаете, там, я победил, или я победила, или кайф. Вот так и поступайте с этим человеком. Как бы вы ни поступили, главное, чтобы это вам было в кайф. Ну, а если вы хотите поступить так, чтобы он опять был триумфатором при всем, при том, что у вас происходит, ну, наверное, все еще не так уж и плохо тогда поступите так, чтобы это, возможно, был триумф для него, ну, а может быть и триумф для двоих. Окей, давайте посмотрим следующий вопрос по Колизею. Учитывая то, что в Колизее есть круги, что станет следующим кругом ваших отношений? Ну, хорошо, если это не круги ада, да? Ну, такое тоже бывает, отношения часто бывают адом. Что станет следующим кругом ваших отношений или следующей серией? Да? Какая-то поездка. Поездка и начало чего-то нового. Возможно, даже мужчина к вам приедет. Возможно, вы к нему приедете. Ну, колесница. Ну, и это новое начало. Поэтому все-таки мир здесь выпадает не просто так. От чего вы освободитесь в этих отношениях? Опа. Как выпали карты.
Вы освободитесь от плена, причем скоро, и это будет результативно. Плен, страх, быстро и эффективно. Совсем скоро в этих отношениях вы перестанете бояться за тот результат, к которому стремитесь. Неплохо. 3 карты выпали, да? Хорошо. В отсутствии от вас загаданный вами человек, что он, что с ним происходит, что он делает, ну и так далее. Тайна. Ну и, как говорится, я не исключу, что тайная жрица у мужчины тут может быть. Или верховная жрица, ну и, возможно, жрица любви. И да, он, возможно, тайно посещает любовницу. Я не удивлюсь, да. Была ли измена? Давайте спросим. Не исключу по этой карте, потому что страшный суд, если вы считаете измену грехом, тогда да. И она даже говорит об некой такой, да, тайной измене. Ну, такая карта выпадает, а как у вас, смотрите сами, и как вы чувствуете, это же все-таки расклад общий. Что вы должны принести в жертву, я не люблю это страшное слово, но все равно должны принести в жертву этим отношениям, чтобы они стали лучше или укрепились. Чем вам надо жертвовать? Ну, а здесь надо жертвовать своей силой, своей отвагой, своим бесстрашием. И, в принципе, это больше силы и решительность. Больше ничего не скажу. Ну, то есть, вы должны, видите, воевать за эти отношения. Ну, может быть, даже и с партнером, а может быть, с соперницей, с той тайной жрицей, да. Ну, а может быть, эта жрица, это мама, да, и он, получается, как бы изменяет вам с ней, ну, в том понимании, в котором возможно, да. По-всякому бывает. А что вам не нужно делать? Вот давайте спросим, чтобы это был триумф, ну, чтобы вы экономили силы, может быть, да, в этих отношениях. Вам не нужно сомневаться, вам действительно нужно выработать какую-то свою стратегию и перестать сомневаться. Когда у вас появится своя стратегия, тогда сомнения лишние отпадут. Ну, а страхи обычно являются первоисточником сомнений, поэтому вам не нужно, видите, как вот эти 3 карты, вам нужно перестать бояться, чтобы перестать сомневаться. Да? Окей? Хорошо. Давайте спросим, он вас любит или нет? Хотя бы. Или, может, он вас использует? Любит или нет? Сейчас скажу мягко. Любит. Мягко сказал или нет? Любит. Какие чувства к вам испытывает? Страдает, болит у него сердце. Это чувство боли. Возможно, вас задело очень сильно. Что думает о вас? Ну, он думает, что все-таки вы гадюка, а он лев, и он сильнее. Поэтому не пытайтесь с этим человеком быть сильной. В слабости ваша сила. Что планирует делать? Планирует дать вам шанс. Что будет делать на самом деле? Может разбить сердце. И к этому вам нужно быть готовой. И, возможно, именно этот расклад и есть той волшебной таблеткой, антидотом, который приготовит вас к худшему сценарию и не допустит его проявления. Совет вам от высших сил. Будьте мудры,
как змея, и пусть характер и мудрость змеи поможет вам преодолеть все кармические испытания, которые вы проходите в этих отношениях или которые вы успели почувствовать в этом раскладе. И пусть в этих отношениях вам помогает этот год. И пусть в этом году, до конца этого года, у вас в этих отношениях будет больше ясности, больше любви, понимания, успеха, радості і щастя. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, почуємось. Па-па.